В 20-е годы в военно-морском строительстве Советский Союз сделал ставку на москитный флот. Это неудивительно, так как у молодого государства не было денег на строительство капитальных кораблей, а маленький катер мог при удачном обстоятельстве потопить линейный корабль. Если использовать современную терминологию, то это был асимметричный ответ на будущие вызовы империализма. Торпедные катера появились в годы Первой мировой войны и зарекомендовали себя наилучшим образом. Особенно сильные впечатления произвели дерзкие рейды английских торпедных катеров против Красного флота в Финском заливе в 1919 году. В частности, им удалось потопить крейсер «Олег» и повредить линкор Андрей Первозванный. Неудивительно, что воссоздание военно-морских сил СССР началось именно с торпедных катеров. В 1923 году группе инженеров во главе с Туполевым поручили спроектировать скоростной глиссирующий торпедный катер с корпусом из дюралюминия. Катер Ган-3, получивший собственное имя «Первенец», был построен в 1927 году и в целом признан весьма удачным. Он стал прототипом крупной серии собратьев типа Ш-4 и Г-5. Катера типа Ш-4 серийно строились с 28 по 31 год. Рабочий крестьянский Красный флот получил 59 таких катеров. Однако к тому времени стало ясно, что установленные на них 450 миллиметровые торпеды уже морально устарели. Поэтому приняли решение разработать новый проект. В целом катер Г-5 был подобен Ш-4, но теперь он нес современные торпеды 533 мм. Промышленность не смогла обеспечить проект необходимой силовой установкой, в связи с чем пришлось закупать итальянские двигатели Изотто Франскини мощностью 1000 лошадиных сил. Глиссирующий пятый создавался по образцу английских катеров времен Первой мировой войны. Планировалось, что они составят так называемый москитный флот и будут совершать стремительные торпедные атаки против неприятельских кораблей в прибрежных водах. Поэтому главной чертой судна была его быстроходность. Ради этого создатели пожертвовали рядом других характеристик – мореходностью, дальностью плавания, вооружением. Катер отправили на испытания в Севастополь только 15 февраля 1933 года. Во время испытаний катер без вооружения достиг скорости 65,5 узлов, а в полной боевой нагрузке 58 узлов. Однако на серийные катера стали устанавливать отечественные двигатели по 850 лошадиных сил вместо тысячных итальянских. Испытания первых серийных катеров завершились в январе 1934 года. Строительством занимался завод имени Андре Марти, это завод номер 194 в Ленинграде. До 1944 года на 3 заводах было построено 333 катера. Эти катера стали самыми массовыми представителями своего класса в советском флоте. Кроме торпедного вооружения, на катер устанавливались 2 спаренных пулемета 7,62ДА или установка из 2 спаренных пулеметов 12,7 ДШК. Отечественная силовая установка, состоящая из 2 авиационных моторов АМ-34 конструкции Микулина, для работы в морских условиях была модернизирована. С моторов сняты нагнетатели, и мотор получил обозначение ГАМ-34. Для малозаметного хода выхлоп моторов мог переключаться на подводный. Максимальную скорость с отечественными моторами составила 51 узел в течение 15 минут, полная 47 узлов в течение часа, экономичная 36 узлов – это 7 часов хода. Горючее мотора – бензин Б-74 или смесь из 70% Б-70 и 30% спирта. На разных сериях использовались разные модели ГАМ-34, чаще всего мощностью 850 лошадиных сил. Однако на некоторых сериях использовался ГАМ-34Ф мощностью 1000 лошадиных сил, что давало полную скорость до 55 узлов. Также на некоторых сериях использовались двигатели 1000 лошадиных сил иностранного производства. Катер мог использоваться при волнении моря до 3 баллов. Боевое крещение катера Г-5 получили во время гражданской войны в Испании. Они были доставлены в Картахену 1 мая 1937 года. В основном катера использовались в противолодочном варианте, обеспечивая выходы и возвращение в Картахену боевых кораблей республиканского флота, а также переходы транспортных судов. В условиях открытых морских театров использование катеров Г-5 было затруднено. Республиканское правительство обращалось к СССР с просьбой предоставить еще больше катеров. СССР ответил подготовкой 15 катеров и 30 торпед, но впоследствии наступления националистов в Каталонии отправлены они так и не были. За время боевых действий 2 катера были уничтожены. К началу Великой Отечественной войны глиссирующие пятые находились на всех флотах. На Северном флоте служил только один Г-5 под номером 16, который из-за малого радиуса действия из боевой единицы был переведен в плавсредство. Однако состав их активно пополнялся, и в 1944 году флот уже насчитывал 32 катера этой модели. Торпедные катера Северного флота использовались как самостоятельно, так и в взаимодействии с авиацией. Районом их действия был Варангер-фьорд, где они потопили 20 транспортов общим тоннажом 54 брутторегистрационные тонны.
Активно Г-5 применялись для нарушения морских коммуникаций противника. Так, 13 июля, 1 августа и 27 сентября 1941 года два отряда дивизиона торпедных катеров Балтийского флота под командованием старшего лейтенанта Владимира Гуманенко потопили два больших транспорта и два миноносца, повредили два миноносца и баржу с танками. В общей сложности за годы войны этим отрядом потоплено 30 вражеских кораблей. 25 сентября 1941 года соединение Кригсмарин в составе крейсера Лейпциг, Эмден и миноносцев Т-7, Т-8 и Т-11 при участии тральщиков из 17-й флотилии обстреливали советские войска на полуострове Сырве. На перехват им вышло 4 торпедных катера под командованием Владимира Гуманенко. В результате последующего боя прямым попаданием снаряда был потоплен катер 83. Его экипаж был снят другим катером. Советские торпедные катера выпустили торпеды, но не достигли попаданий. После завершения боя немецкие корабли продолжили обстрел. На Черноморском флоте находилось две бригады торпедных катеров – Новороссийская и Севастопольская. Обе принимали активное участие в боевых действиях. Благодаря скорости и немагнитному корпусу использовались для разминирования мин магнитного и акустического действия. С мая 1942 года часть торпедных катеров Г-5 переделывалась в минометные катера путем установки на рубке 82 мм ракетной пусковой установки М8М. Было переделано 13 катеров, активно использовались в Азовском, Балтийском, Черных морях, Онежском озере и реке Дунай. 5 катеров Г-5 в период войны попали в руки противника. Два ТКА-111 и 163 были захвачены немецкими войсками в Черном море и на Балтике. 3, 54, 64 и 141 финнами. Впоследствии вошли в состав ВМС Финляндии под именем В-3, В-1 и В-2. Но после выхода Финляндии из войны они были возвращены СССР. Катера этого типа успели повоевать также и с Японией. Они доставляли десант. Последним оператором торпедных катеров Г-5 стала Корейская Народно-Демократическая Республика, получившая в конце 40-х годов из СССР 5 катеров этого типа. 2 июля 1950 года северокорейский отряд из 4 катеров Г-5 попытался атаковать крейсера союзников Джуно, Америка, и Ямайка, Великобритания, блокировавших прибрежные воды в районе Чуманджуна, но были обнаружены противником и почти все уничтожены артиллерийским огнем. Спастись удалось лишь одному катеру, так и не выпустив торпеды. По оценкам проекта, при самом незначительном волнении моря катера Г-5 заливали водой, которая забрызгивала очень низкую открытую сверху ходовую рубку. Выпуск торпед гарантировался при волнении свыше 1 балла, а просто находиться в море катера могли при волнении свыше 3 баллов. Из-за низкой мореходности Ш-4 и Г-5 лишь в очень редких случаях обеспечивали проектную дальность хода, зависящую не столько от запаса топлива, сколько от погоды. Этот и ряд других недостатков во многом были обязаны авиационному происхождению катеров. Конструктор положил в основу проекта поплавок гидросамолета. Вместо верхней палубы у Ш-4 и Г-5 была круто изогнута выпуклая поверхность. Обеспечивая прочность корпуса, она в то же время создала массу неудобств в обслуживании. На ней трудно было удержаться даже тогда, когда катер был неподвижен. Если же он шел полным ходом, то сбрасывалось все. Это оказалось очень большим минусом во время боевых действий. Десантникам приходилось сажать в желоба торпедных аппаратов, размещать их больше было негде. Из-за отсутствия плоской палубы Ш-4 и Г-5, несмотря на сравнительно большие запасы плавучести, практически не могли перевозить серьезные грузы. По замыслу, катера Г-5 должны были стремительно атаковать корабли противника. Но, как показала практика боевых действий, возможность такая выпадала редко. К тому же, установка радаров делала практически невозможной скрытную атаку торпедных катеров на корабли. Говоря простым языком, катера Г-5 просто устарели к началу Второй мировой войны. Развитие электроники просто сделало невозможным неожиданный и молниеносный удар по крупным кораблям противника. Эффект внезапности был потерян, а без внезапности реализация такой молниеносной атаки стала практически невозможной. Друзья, поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать выход подобных роликов. Подпишитесь на канал и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Еще услышимся, друзья. Это был канал Военная История. До новых встреч!